Добрый день, друзья! Сегодня хочу показать вам пересадку и ответить на некоторые вопросы. Например, можно ли делать пересадки зимой? Можно ли делать пересадку орхидей с цветоносом? Можно пересаживать орхидею с цветоносом, если у вас есть опыт, и вы не боитесь пожертвовать цветоносом, потому что после пересадки цветонос может прекратить свой рост и только распустить те бутончики или же нарастить всего 2-3 бутона. И если вы не хотите этого, то лучше подождать, когда орхидея закончит свое цветение. А вот если орхидея зимой не выпустила цветонос, и у нее продолжают расти корни, а воздушных корней много, и ей нужна пересадка, то вполне можно пересадить орхидею, и ничего не случится. То есть орхидея не выпустила цветонос. А может быть, к весне она тогда выпустит цветонос. Все же бывает. Поэтому я делаю пересадки и зимой, если орхидея находится в растущем состоянии. И вот одна из таких орхидей, это Big Lip выражение. Не захотела она цвести в этом году, потому что воздушных корней много, а в горшке наверняка уже корней нет. И ей не хватает ни влаги, ни питания. Она выпускает новые корни от шеи. Вот видно, что она цвела, и цвела не один раз. Сейчас достану из горшка, покажу, сколько у нее было цветоносов. Она цветет каждый год, и очень много бывает цветов. И цветоносы, ну вот сейчас насчитала, уже 5 цветоносов мне видно. Поэтому пересадка ей нужна. И давайте приступим к пересадке. Уберем, отрежем старые корни, посмотрим, какие корни ей нужно оставить, какие корни нужно напоить. А пока я буду заниматься корнями орхидей, расскажу вам небольшую историю. Недавно, заходя в ВКонтакте на главную страничку, прочитала просьбу девушки, не знаю из какой группы, но просто, знаете, подкидывает ВК посты, которые я смотрю, и она спрашивает, у нее небольшая орхидея, орхидея взрослая, у нее 3 здоровых, хороших корня, и она спрашивает, что мне с ней сделать. И тут я начала читать комментарии и пришла в дикий ужас. Потому что те советы, которые давали участники этой группы, это был ужас и кошмар. Что только не отрезать, как только не поставить наращивать корни. Да у нее прекрасные корни были. Чем только не намазать, как только листьями вниз в воду не опустить. В общем, столько много разных советов, и один совет мне нравится, как всегда, больше всего. Нужно орхидею после того, как вы ее чем-то намажете, например, зеленкой, и такое было, обязательно посадите ее и по чайной ложке поите ее неделю. Я подумала, бедная орхидея, у нее и так эти 3 несчастных корня. Их бы напоить, чтобы у нее была возможность отдать листьям эту влагу, а тут по чайной ложке. Да какие там чайные ложки? Я вам всегда объясняю, что в момент пересадки орхидеи мы отрезаем все вот эти старые гнилые корни, а вот этим корням, которые были воздушные, они все у орхидеи воздушные корни, абсолютно все. И даже те, которые находятся в горшке, это тоже воздушные корни, потому что не бывает у орхидей других корней. Все, что в горшке, все, что снаружи, везде, это все воздушные корни. И вы думаете, что в естественных условиях кто-то ей возможность дает по чайной ложке пить этими корнями? Пошел дождь, она напилась.
Не пошел дождь, они подсохли. Вот как у меня, видите, я давно не поливала, и они воздушные, их поливать крайне неудобно. Но мы же орхидеи сажаем в горшок, поэтому все воздушные корни у нас помещаются в горшок. Но нет у нас деревьев в квартире, чтобы их прикрепить к дереву, и чтобы они там росли, и ходить их каждый день опрыскивать. И поить орхидею вот такими крохами, да она начнет очень быстро забирать питательные вещества и влагу из листьев и будет их засушивать. Напоите хорошо орхидеи. Я же вам показываю, что при пересадке, после того, как я вот это все убрала, я замачиваю на 2-3 часа вот эти корни, чтобы они напились. Не надо учить орхидею пить. Она и без вас это умеет. Дайте ей эту воду, чтобы она напилась, а не час по чайной ложке. Вот, честно говоря, вот такие обучения и приводят потом к гибели орхидей. Вот сейчас я отрежу у нее вот этот старый ствол, а вместе с этим старым стволом отрежутся и сухие корни, которые там есть внутри. Не забудьте, что перед тем, как начать работать и отрезать какие-то части орхидей, обязательно обработайте ваши инструменты каким-нибудь антибактериальным средством, спиртом. Есть специальные салфетки для уколов, они тоже спиртовые или со специальным раствором, которые тоже антибактериальные. В общем, обрабатывайте чем-нибудь обязательно. Я уже обработала, поэтому еще раз обрабатывать не буду. И вот смотрим. Вот растущий корень, он был в горшке. Вот еще есть растущие корни. А это все корешки, которые росли снаружи. Вот такие серые, зеленые, какие-то темные корни. Это все можно отрезать. Но внимательно сначала осмотрите эти корни. Вот сейчас вам покажу, смотрите, какой длинный корень. Часть росла в горшке, и она влажная, и кажется, что корень плохой. А часть росла снаружи, и даже есть растущий корень. Вот такой корень не нужно убирать у орхидеи, отрезать. Он ей еще послужит, его можно опустить в горшок, и он продолжит свой рост. А вот которые заканчиваются корни вот такими черными кончиками, можно найти, где он начинается у ствола, и полностью его отрезать. Вот такие корни орхидеи уже не нужны. Они не будут работать ни в горшке при новой посадке, ни без горшка. Так что очень внимательно смотрим на корни, отрезаем все, что не нужно. И все, что будет мешать. Вот еще один корень. Он очень-очень длинный и находится в самом низу ствола, где я отрезала. Да, у него там есть зеленые части, но он настолько длинный, а у орхидеи достаточно корней для роста, что его тоже можно отрезать. И не обязательно его еще раз помещать в горшок, потому что он очень быстро станет старым и ненужным. Вот смотрите, часть корня совсем черная, а вот эта часть работать не начнет. Так, как нам нужно. Еще если из тех корней, которые росли в горшке, вы видите, что корень тоже очень скоро погибнет. Вот желтая часть, зеленая часть, вот эта желтая часть моментально погибнет в новой посадке. Отрезайте корень полностью. Орхидеи всегда достаточно 5 здоровых корней, но если корней больше и они здоровые, то, конечно, постарайтесь оставить больше корней.
Потому что после пересадки все равно орхидея какие-то корни обязательно моментально или засушат, или они почернеют, и вам будет казаться, что у орхидеи корни пропали. Вот отрежьте сразу. И даже если вы посадили, вот, например, этот корень я все-таки посажу, но если вдруг этот корень начнет чернеть в горшке, то я не буду доставать орхидею. Ведь орхидея растит новые корни сверху. И этот корень я отрежу при следующей пересадке. Орхидея, даже если у нее все корни пропали в горшке, она все равно будет растить новые. Так устроена жизнь орхидеи. Вот пересадили, что-то не понравилось, начинаете делать следующую пересадку, но вы все больше и больше стресс устраиваете орхидеи. И она у вас становится мельче и потихоньку гибнет. Не пересаживайте. Даже если все корни вам кажутся плохими в горшке, оставьте, дайте ей питание, дайте ей покой. И она начнет растить корни вот от шеи. Это главные ее корни. А вот сколько цветоносов. Вот первый, это будет цветонос, можно отрезать. Второй, третий, с этой стороны четвертый, пятый. То есть орхидея очень активная, растет и хорошо цветет. Я стараюсь отрезать вот этот ствол орхидеи так, чтобы его остался примерно сантиметр. А дальше, выше, были корни. И срез нужно обработать не зеленкой ни в коем случае, а или корицей, или толченым углем, или перекисью водорода. Обрабатывайте, а потом помещаете в воду. И вот эти все корни, они еще напьются хорошенечко. Видите, сейчас они такие морщинистые, как будто сухие совсем. Но они и есть сухие, то есть виламен сухой. А как только этот виламен получит воду, он наберется, напитается, и вот с этими корнями и нужно посадить. Но после посадки нужно дождаться, чтобы корни просохли, и тогда делать следующий полив. Ну, пока оставлю вот такое количество корней. И что я еще сейчас сразу хочу сделать? Я хочу удалить вот этот лист. Потому что сверху растет корень, здесь был цветонос, лист начинает желтеть. И чтобы после посадки не убирать этот лист и не направлять этот корень в горшок, я сразу уберу этот лист, удалю. Лист удаляется просто, разрывается посередине и растягивается в разные стороны. Зеленый лист иногда сложно оторвать, не повредив корни, но иногда это получается очень-очень просто. Вот так. И теперь я помещаю эти корни в воду, пусть они хорошо напитаются, и сделаю простую посадку. Все очень легко и просто. Вы можете использовать любую емкость, таз, ведро, туда, куда вам удобно поместить корни орхидеи. Я всегда использую мойку на кухне. Мне так удобнее. Вода должна быть немного теплой, то есть 28-32 градуса. Ни в коем случае не в горячую и не в холодную. Можно измерить температуру. Ну, я уже столько раз делала пересадки, что я уже и рукой чувствую эту температуру и знаю, какая нужна температура. Здесь я не заморачиваю себе голову, и такая вода, какая идет из-под крана, не фильтрованная. Это всего один раз. Не сделаю здесь 10 литров фильтрованной воды. Вода обыкновенная из-под крана. Желательно, чтобы все корни попали в воду. Видите, как быстро виламен
пропускает в себя влагу. Но это он еще не напился, он только позеленел, потому что влага стала поступать в веламин и напитывать веламин. Все, вот так оставлю часа на 2-3. Ну ничего, что если в пазухи попадет вода. Ну, конечно, желательно этого не делать. Вот я сделала так, что в пазухи вода не попадает. А вот листик стоит вот этот в воде. Ну ничего страшного, это ненадолго. Если попадет вода в пазухи, нужно обязательно удалять их салфеткой, промокнуть хорошенько, чтобы вода там не оставалась, потому что это способствует загниванию орхидеи. Прошло 2 часа. Я достала орхидею из воды. И посмотрите, эти морщинки с корней, они ушли. Корни получили достаточное количество воды. Сейчас они начнут отдавать эту влагу листикам. И пока она у меня лежала, я внимательно осмотрела вот этот корень и сделала другой вывод и приняла другое решение. Смотрите, вот этот длинный, и тут всего один живой корешок. Но от этого же корня еще один растущий корень идет. Кстати, после воды очень легко снимается керамзит с корней. То есть усилий применять не надо. Там, где керамзитинки сами при легком прикосновении отваливаются, я их снимаю. Где сильно прирос корень к керамзиту, я не отрываю этот керамзит. Все равно у меня в посадке есть керамзит. И специально вот отрывать, чтобы сломать корень, я этого не делаю. В общем, я решила вот этот корень отрезать. Причем буду его отрезать, чтобы не делать обработки, вместе слома. Вот здесь был слом этого корня. И вот в этом месте я его и отрежу. Вот. Потому что вот эта часть корня, она сразу начнет чернеть, и не очень это будет хорошо. Вот здесь бы нужно было отрезать цветонос, но корень так рос, что прирос к этому цветоносу, и для того, чтобы не сломать этот корень, я тоже это трогать все не буду. Ну и теперь посмотрим, как поместить корни в горшок. Я много раз показываю, как я это делаю. Во-первых, сначала направляю корни в горшок, потом поворачиваю горшок, придерживая орхидею по центру. Делаю еще какие-то поправки. Стараюсь закрутить корни. Смотрите, аккуратно, чтобы не сломать лишний раз. Хотя эти сломы не имеют никакого значения. Ломается только веламен. А сам корень, внутренняя часть корня, тяж, который питает орхидею, он не ломается. Он там жесткий. И очень редко его можно прямо так по-настоящему сломать. Видите? И орхидея хорошо помещается в горшок. Ну, может быть, не совсем по центру, но тоже ничего страшного. Вот так. И вся посадка заключается в том, что я насыпаю в горшок грунт. Это у меня кора плюс керамзит. Приблизительно в равных пропорциях. Почти все корни поместились в посадку. Ну, есть вот с этой стороны. Присыпать их не имеет смысла. Шея орхидеи должна остаться на уровне с грунтом. Ни в коем случае шею орхидеи заглублять в грунт нельзя, потому что ствол начнет гнить. Всегда должен быть проход воздуха.
Ну, вот такая несложная посадка. Не бойтесь пересаживать орхидеи. Вот такой посадки хватает на 3-4 года. Орхидея все равно растет, она цветет, у нее сухие цветоносы, она меняет и листья, и корни. Никогда орхидея вот с такими листьями, как пальма, не растет. Она все равно отсушивает старые листья, выращивает новые, и корни, и листья. И все это опять подрастает и вырастает из горшка достаточно высоко. Поэтому приходится орхидеи раз в 3-4 года пересаживать. Не бойтесь пересадок. Все получается, если знать, как правильно это сделать. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.